Привет, друзья! Сегодня мы начинаем изучать Spine. Это будет вводный курс для тех, кто вообще не понимает, что это такое и зачем это нужно. Сегодня мы познакомимся с интерфейсом программы. В дальнейшем будем повышать сложность наших уроков. И в конце, я надеюсь, мы изучим связку Unity и Spine. Что ж, приступим. Когда вы открываете программу, перед вами возникает главное меню и пустое поле. Вот, перемещаясь по этому полю, здесь ничего нету. Также мы видим здесь иерархию, и в которой находится наш скелет. Давайте рассмотрим основную навигацию программы. Здесь все очень стандартно, как и во всех других программах. Доступ к главному меню можно получить, нажав на логотип Spine в левом верхнем углу программы. В этом меню вы можете создавать новые проекты, открывать уже существующие проекты, открывать проекты, которые недавно использовались, сохранять проекты, создавать новые скелеты, импортировать проекты, импортировать данные, экспортировать данные, собирать текстуры и разбирать текстуры. А также есть меню с настройками. В левом верхнем углу программы вы можете найти кнопки быстрого доступа. Это такие кнопки, как «Открыть», «Сохранить», «Отменить» в обе стороны, а также для открытия экрана приветствия. Данный значок может меняться в зависимости от того, есть непрочитанные новости, либо их нет. Давайте рассмотрим вариант, когда у вас уже есть какой-то проект. Для того, чтобы его открыть, мы переходим в меню, выбираем «Открыть проект». В меню Open Project вы можете найти две панели, это файлы и папки. Нажав на определенный файл из списка, он откроется. Также вы можете отметить звездочкой любой из файлов, чтобы он всегда находился в поле видимости. По умолчанию справа вы можете найти меню с иерархией проекта. В этом меню находятся все скелеты и все, что содержит скелеты. Если вы нажмете на определенную часть скелета, снизу появится меню с настройками данного объекта. Так как скелет сейчас у нас пустой, особых настроек вы здесь не увидите. Перейдем к области просмотра. Все данное поле, Setup, это область просмотра. Здесь вы будете настраивать свои скелеты для дальнейшей анимации. Внизу по умолчанию находятся инструменты для редактирования и настройки скелетов. Самые основные инструменты, которые вы будете использовать, это поворот, перемещение, масштабирование и искривление. Чтобы перемещаться по области просмотра, будем называть ее Setup, нужно зажать правую кнопку мыши и потянуть в любую сторону, куда вы хотите переместиться. Если вы используете планшет, либо у вас очень странная мышь с одной кнопкой, чтобы перемещаться по полю, просто зажмите кнопку J, появится вот такой курсор, и зажав левую кнопку мыши, вы можете также перемещать поле Setup. Для масштабирования сетап-сцены, а также сцены анимации в Spine используется колесико мыши. Прокручивая колесико вперед-назад, вы можете масштабировать проект. Все достаточно просто и интуитивно понятно. Если у вас нет колесика на мышке, вы можете удерживать клавишу Command либо Ctrl и правой клавишей мыши, перемещая ее, увеличивать или уменьшать масштаб. Надо заметить, что масштабирование начинается в координатах той точки, где установлен курсор. То есть, если мы установим курсор где-то сбоку, и масштабироваться также будет эта точка сбоку. Если мы хотим центрировать какой-то определенный объект, мы перемещаем к нему курсор и начинаем масштабировать, и масштабируется именно та область, где находится курсор. Также вы можете масштабировать сетап-сцену визуальным способом с помощью этого ползунка. Поднимая либо опуская его, вы будете приближать, либо отдалять сцену. Под ползунком масштабирования расположены две кнопки. Кнопка с лупой масштабирует все на 100%. Нижняя кнопка масштабирует скелет так, чтобы он полностью влез в сцену сетапа. Чтобы переключиться между режимом настройки и режимом анимации, мы должны нажать кнопку Setup. Таким образом, мы переключаемся в режим анимации, и нажав на кнопку Animate, мы переключаемся в режим сетапа, то есть возвращаемся. Как я уже и говорил, в режиме Setup мы настраиваем наш скелет, в режиме Animate мы производим анимацию скелета. Чтобы подробнее посмотреть, как работает анимация, вы можете перейти на сайт Esoteric Software, в меню изучения, нажать на примеры проектов и скачать любой из проектов, представленных здесь. После того, как вы скачаете пример данного проекта, вы можете разархивировать его и открыть в программе двойным нажатием. Откроется окно сетапа, в котором будет виден новый персонаж. Переходим в меню «Анимация», нажимаем на кнопку «Play» и смотрим, как воспроизводится анимация, в данном случае походки. В режиме умолчания по анимацию Spine имеет вид графика внизу и вид дополнительного листа, называется DocSheet, во вкладке рядом с ним. График показывает, мы сейчас перемещаемся в график, данный график показывает ключи и значения в анимации и изменения этих значений во времени. Если перейти в доп-лист, мы можем увидеть те же ключи, но не видим значения данных ключей. Однако это меню может показывать очень много ключей одновременно. В принципе, как и график, но здесь делать некоторые вещи значительно удобнее, чем в графике. В дальнейшем мы разберем все это на практике. Давайте посмотрим, какие еще анимации присутствуют у этого персонажа. Для этого переходим в верхнее меню, нажимаем кнопку с анимациями, выскакивает меню с анимациями, и мы здесь видим все анимации по названию, которые присутствуют у данного персонажа. Нажимая на название анимации, она загружается. Если у вас уже была включена кнопка Play, анимация автоматически воспроизводится. Если она была выключена, вы можете просмотреть ключи, включить анимацию, проиграть данную анимацию в обратную сторону, перейти на кадр вперед либо назад, перейти в конец анимации, перейти в начало анимации. Эта кнопка отвечает за зацикленность анимации. Если она будет выключена, анимация проиграется всего лишь один раз и больше не будет стартовать сначала.
По умолчанию она всегда, в принципе, включена. Давайте посмотрим, какие анимации еще присутствуют у этого персонажа. Как мы видим, длительность анимации меняется. Это видно на данной линейке. Эти отметки отвечают за кадры. Данная линия указывает, на каком кадре анимации сейчас мы находимся. Мы можем перетянуть эту линию по всей анимации, по всей длине анимации. Также мы можем вытянуть эту линию за анимацию, для того, чтобы, допустим, поставить ключ и продлить анимацию. Здесь мы можем найти все кости данного персонажа, которые были анимированы. Выделив любую из костей, у нас показывается инструмент, который был анимирован в данном случае, в данной анимации. Здесь мы видим только один ключ, который отвечает за положение данной кости в пространстве. Двойным нажатием на поле Animate мы можем сбросить выделенную кость. Таким образом снова появятся все кости для просмотра. Либо же нажать пробел, что в принципе тоже сбросит выделение кости. У данной кости мы видим сразу два анимированных инструмента. Это поворот и перемещение в пространстве. Выделять кости мы можем как в меню Dropsheet, так и в меню Graph. Здесь они тоже видны. Так и в меню Иерархии, выбрав любую кость в данном меню. Давайте перейдем назад в меню настройки сетапа и разберемся дальше, какие еще меню присутствуют в нашей программе в сетап-моде. Итак, нажав на кнопку View, вы можете видеть список выпадающих меню. Вы можете открыть все эти меню, чтобы посмотреть их внешний вид. Что можно сделать в данном меню? Вы можете, зажав значок меню, перемещать это меню по полю, а также между меню. Также, нажимая на три полосочки сверху, вы можете закрыть это меню, либо минимизировать. Если вы минимизируете данное меню, оно скрывается в иконку, которую в последующем можно открыть. Если вы закрываете данное меню, оно закрывается и будет отображаться только во всплывающем меню. То есть отсюда вы также можете открыть, и снова появится данное меню, которое вам необходимо. Все эти меню настраиваются очень гибко, в принципе, тут ничего нового для вас не будет. Работает по системе Drag and Drop, вы можете настраивать какие-то вкладки с меню, перемещать, делать сложную иерархию для себя, более удобную. Допустим, меню метрика отвечает за количество костей, трансформаций, констрейнтов, слотов, привязок к нашему скелету. Что это все такое, мы изучим чуть позже, и вы будете понимать. Это очень важная информация, которая в некоторых проектах имеет очень критическое значение. Нажав на иконку меню просмотра, вы можете увидеть анимацию, запустить анимацию, не переходя в режим анимации, чтобы посмотреть, как это все работает. Здесь также работает панорамирование, масштабирование, перемещение по полю. А также вы можете ускорить анимацию. Причем, если у вас ползунок доходит до края, ничего страшного, вы можете продвинуться дальше и просто-напросто анимацию ускорить в 1000 раз. Либо затормозить ее до нуля. Данной кнопкой сбрасывается анимация на скорость 100%. Также анимации можно миксовать, для этого нужны вот эти кнопки. Микс анимации мы изучим позже. Сейчас мы рассмотрели уже готовый проект. Давайте рассмотрим, как создать новый проект. Для этого переходим в меню Spine. Новый проект. Здесь мы отменяем все изменения, которые были. У нас создается пустое поле, одна кость, вот данная кость, находится в скелете. По умолчанию вы двойным нажатием можете переименовать скелет. Когда вы будете экспортировать ваш проект, данным названием будет назван JSON файл, а также все прилегающие к нему файлы. Итак, мы создали новый скелет, давайте же теперь его сохраним. Чтобы понять, сохранен проект либо не сохранен, вы можете увидеть звездочку в названии вашего проекта. Если она присутствует, значит проект не сохранен. Если звездочки нету, значит проект сохранен, и после сохранения проекта не было никаких изменений. Давайте же сохраним наш проект. Это можно сделать несколькими способами. Нажав кнопку Ctrl-S, либо перейдя в меню Spine, Save Project. Здесь вы можете выбрать папку, в которую хотите сохранить. Либо, если этой папки здесь нету, вы можете нажать кнопку Browse и перейти в необходимую папку на вашем компьютере, чтобы сохранить этот проект там. Здесь вы записываете имя вашего проекта. Давайте запишем 1 и нажимаете «Сохранить». Все, проект сохранен. Как видите, поменялось название, так как до этого мы ни разу не сохраняли, и исчезла звездочка. Это значит, что никаких изменений после сохранения не было. На этом мы закончим наш урок. В дальнейшем мы будем более подробно изучать интерфейс программы, как работают меню, как работают инструменты, как правильно составлять сетапы, а также анимировать. Всем пока!